Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Ко мне обратился сосед с просьбой сделать небольшой обзор по возведению ленточного фундамента данной бригадой, чтобы вы по возможности дали положительную и отрицательную оценку в комментариях по тем или иным моментам, ну и чтобы понять, что было сделано правильно, а что неправильно. Так вот, будущий ленточный фундамент с глубиной залегания 1,70 м. Для нашего региона это 1,5 метра, но так как для себя с запасом, значит 1,70 м. Видим 3 ряда арматуры. В каждом ряду, значит, сверху, снизу по 3 хлыста идут 12 арматуры. Был утрамбован песок на толщину 40 сантиметров, как ни странно. Вот видим. Значит, хомуты дополнительно вот по углам добавлены, связаны. В среднем, наверное, 50 сантиметров где-то, Г-образные. Также хомуты вот П-образные, также связаны дополнительно. По углам, значит, вот здесь также хомут Г-образный. Значит, снизу до арматуры примерно 10 сантиметров видим. Также вот в середине П-образный хомут дополнительно. Ну и внизу также Г-образный, П-образные. Давайте посмотрим стыки. Так, следующий перекресток. Также мы видим П-образные хомуты, Г-образные хомуты. Вот они. И П-образный хомут, вот видим. Также хочу обратить внимание вот на стыки. Видим, как выполнено. Значит, здесь метр, наверное, связки примерно. На следующий вот 40 сантиметров крайнюю арматуру. Ну и тут тоже также 40-50 сантиметров нахлест. В принципе, неплохо, я думаю. Кстати, ребята, вот забыл уточнить, что наружные стены фундамента выставлена утеплитель Пеноплекс 5 сантиметров. Вот видим вокруг. Здесь вот установлена капсула для канализационной трубы, выход на улицу к септику. Это чисто для соседа я дам отметку, чтобы он не забыл, где она находится. Значит, под землей она будет на 65 сантиметрах. Под землей вот видим 65-70. Значит, от угла также дам отметку. Но это, я говорю, чисто для соседа, чтобы он мог посмотреть и вспомнить, если вдруг забудет. Значит, тут от угла на расстоянии 3,05 в среднем, ну, плюс-минус. Там уже можно будет найти. Также эта капсула находится во внутренней стене. Также где-то 3,05. Ну, здесь глубина поменьше, так как это перегородка в доме. Здесь глубина 15-20 сантиметров получается. И еще одна капсула. Так, от угла 35. Вот мы видим. Ну, это уже по собственному желанию, кто где по проекту решил установить, там устанавливается. Так, здесь такая же капсула, значит, на глубине также 15 сантиметров от 0. Ну и от угла для него же это чисто 25 сантиметров. Ну это так уж на память, чтобы было что вспомнить, если забудешь. Извините, пожалуйста, за данный момент, но хочу отметить, что данная капсула для канализационной трубы выходит именно вот примерно на угол моего дома. Это отметка чисто для соседа. К видео не имеет никакого отношения, извините. Ну а мы давайте вернемся к фундаменту и перейдем к фактам, чтобы не быть голословным. Замерю Г-образные хомуты, соединения вот эти вот. Значит, так, что у нас тут есть? Вот мы видим Г-образное соединение 50, ну чуть больше 50 сантиметров. Здесь, значит, арматура сразу согнута была.
Г-образно. Ну и соединена вот так вот отрезком, в среднем по 25-30 сантиметров. Далее идет, кстати, мы успели уже слить 2 миксера бетона. В этом месте, кстати, хочу обозначить сразу, зарыта капсула для водопроводной трубы на глубину 2 метра. В песке она зарыта, чтобы не промерзла. Далее следующий перекресток идет также. Вот мы видим соединения П-образные, Г-образные. Тоже также по 50 сантиметров в среднем, плюс-минус. Здесь вот соединение всего лишь 20 сантиметров я вижу. Бетон марки М200, как я уже сказал. Так, здесь соединение сразу согнуто. По бокам Г-образные хомуты. В среднем посчитали около 80 кубов, чуть больше 80 кубов бетона марки М200. Значит, арматура от стенки отходит в среднем по 5 сантиметров от стены опалубки. 5-7 сантиметров, где-то и есть меньше, конечно, но в среднем вот так вот. Так, следующее соединение, все то же самое. Вот видим бетон, он отвибрирован уже. Глубинным вибратором сразу проходит. Опалубку вот усилили по бокам, плюс сверху усилили. Сейчас, значит, землей обсыпают по краям, чтобы доусилить перед тем, как заливать бетон. Давайте вернемся к следующему повороту. Вот видим, здесь же такие же хомуты, такие же соединения. Пойдем далее. Вот видим здесь соединение. Ну и в принципе это, я как и говорил, вот каждое соединение, каждый угол вот и укреплен таким вот образом. Так, вот посмотрим еще один угол. Все то же самое, в принципе. Хомуты гнулись под один размер. Что Г-образные, что П-образные. Соединение в стык, в принципе, тоже выполнено неплохо. Вот видим по 50-60 сантиметров нахлест. Связано все это проволокой. Вот так вот. Так, сейчас замерю. Выходит, ну, почти 60 сантиметров. Ну вот и вернулись к тому же месту, откуда и начали. Кстати, ребят, забыл сказать, что вот у нас главный прораб и организатор данной стройки. Его зовут Тимур. Будьте знакомы. Значит, вот был залит фундамент. Общее ушло 84 куба бетона, 14 миксеров по 6 кубов. Все прошло без ЧП, нигде ничего не прорвало, все аккуратно. Сейчас все это накроется пленкой и законсервируете где-то на сутки. Но от вас, ребят, жду комментарии корректные, чтобы подчеркнуть те или иные минусы, плюсы данного фундамента. Еще раз подчеркну, фундамент на глубину залегания 1,70 м, шириной 51 сантиметров. Так, песчаная подушка, значит, 40 сантиметров, 3 ряда арматуры, верхний и нижний ряд по 3 прутка идут, 12 арматуры. Ну, наружная стенка утеплена пеноплексом 5 сантиметров. Вот такие дела. Всем спасибо. Будем ждать комментарии.